Всем привет! С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы поговорим о том, как же реагировать на критику мужчины. Я вам сегодня подброшу неожиданные варианты, которые женщины обычно не учитывают, когда начинают спорить с мужчинами, когда начинают там что-то доказывать, когда начинают вступать с ними в конфликты. Если мужчина вас критикует, и вы начинаете защищаться, а не дай бог вы начинаете нападать, давайте поговорим вот с этого момента. Когда женщина начинает воинственно занимать оборонительную или даже нападающую позицию, она не ожидает того, что ей придется сражаться с мужчиной по нарастающей. Она думает, что она сейчас даст отпор, и он начнет сдуваться. Фигушки, не будет он сдуваться. Почему? Потому что мужчина, когда начинает разжигать с кем-то конфликт, он четко чувствует, что у него есть запал еще на 2, 3, 4 уровня вверх подняться в своих наездах. Он чувствует позицию свою сильную, поэтому он начинает спор. Никто не будет затевать скандал для того, чтобы ему набили морду. Давайте будем, только идиоты. Ваш мужчина не идиот. Если он начинает вас критиковать, значит, вы его где-то задели за живое, а он чувствует в себе ресурс отомстить. И как только вы начинаете ему отвечать с запалом и пытаться его продавить, будьте готовы, что вам нужно выдержать будет 3-4 наезда на повышение. Если у вас внутри нет этого ресурса, не суйтесь. Потому что вы из этой перепалки выйдете проигравшей, ваша самооценка очень сильно пошатнется, ваши отношения очень сильно ухудшатся, мужчина будет чувствовать свое превосходство, и он просто будет тупо диктовать вам свою волю. Вы оказываетесь в состоянии очень сильно проигравшем. Поэтому это не ваша игра, и вы в ней заведомо проиграете. А даже если вы чувствуете в себе, что вы можете идти по нарастающей, вы можете его замочить, что называется, а подумайте, пожалуйста, а что вы будете делать с замоченным мужчиной? Вот вы его замочили. Вы ему показали, что он слабак по отношению с вами. И что? Он выиграл? Нет. Вы выиграли. Вот сегодня, вот прям в сиюминутном моменте вы, может быть, и выиграли. Но если даже взять 5 минут следующие, 2 часа, 5 дней, 3 месяца, вы проиграли. Проиграли просто в пух и в перья, разбивши сами себя. Объясню почему. Потому что если вы унизили мужчину, первое, что он будет делать, он будет искать сатисфакцию. Он будет искать моменты, где вас замочить. Что вы сделали? Вы породили череду конфликтов. И если вы еще в 2-3 конфликтах его замочите, вы получите либо диванного увольня, который будет лежать, сдавшись на милость победителя, ты меня победила, теперь ты меня содержи. Либо, если это достаточно сильный внутренний мужчина, и ему важно быть лидером, он просто уйдет. Он просто уйдет, и вы ничего не выиграете в долгосрочной перспективе. А теперь следующая стратегия, которой придерживаются женщины. Женщины пускают в игнор. Ты меня критикуешь, я тебя буду демонстративно игнорировать. Но есть такой важный момент. Когда вы начинаете демонстративно игнорировать, первое, что вы уже сделали, вы послали мужчине сигнал, ты меня зацепил за больное. Чем демонстративнее ваша реакция, тем больше у него информация о том, что на больной мозоль он таки наступил. Но это еще не все. Это раззадоривает. И когда он-то знает, где у вас этот больной мозоль, вы же напряглись, и он начинает этот мозоль растирать. Он начинает давить, он начинает на нем топтаться. И вот здесь уже удержаться в игноре нужно иметь очень много сил внутренних. Нужно до крови искусать себе язык, чтобы не открыть рот и не замочить его, как я говорила в предыдущем моменте. И опять же, даже если вы сегодня проигнорировали, что у вас осталось внутри? У вас осталось желание внутри, как говорили когда-то в кино в старом, дайте мне подержаться за его горло. Вот у вас осталось такое желание, и вы при любой возможности, при любом маленьком допуске с его стороны, вы будете делать все, чтобы пустить шпильку ему в бок, чтобы дать ему поддых, чтобы подставить ему ножку, чтобы вы получили сатисфакцию. Выиграете вы от этого
или ваши отношения, ну давайте я не буду долго объяснять, я сразу скажу нет, потому что вы прекрасно понимаете, что вот это вот мочилово взаимное, оно не приносит радости ни вам, ни вашему мужчину, ни вашим отношениям. То есть эта ситуация тоже заведомо проигрышная. А теперь рассмотрим третий вариант. А какая же реакция может быть более конструктивной для вас? Какая ситуация реакции вашей на критику мужчины может для вас и для ваших отношений быть более ресурсной? Что может вам помочь вместо того, чтобы уйти в минус, вывести ситуацию в плюс? Первое, если мужчина критикует вас или придирается к чему-то, высказывает недовольство, у этого всегда есть причина. И если вы ему в лоб скажете, что тебе надо, вы на самом деле никогда не поймете и не услышите от него, потому что он на самом деле вам вряд ли сам сможет сказать, что ему надо. Почему? Потому что, может быть, вы тоже прошлись по больному мозолю, не заметили, и он отреагировал, просто защищая больное место. И вот здесь очень важно задать вопрос мужчине, а чего ты хочешь сейчас? Или хорошо, ты мне сказал об этом, что я там не умею того, не такая, делаю неправильно. А чего ты хочешь? Вот задайте ему этот вопрос, чего ты хочешь? Потому что этот вопрос, он не предполагает борьбу. Но зато он заставляет мужчину зависнуть, как компьютер, обрабатывая информацию, потому что это же надо заглянуть внутрь себя и понять, чего я хочу на самом деле. Потому что здесь вот война не объявляется. Я хотела объявить войну, а ее почему-то не объявили. И мне теперь надо сказать, а что я хочу. Потому что если я скажу, чего я хочу, мне это могут дать. А если я начну говорить белиберду, то мне не дадут или мою критику вообще перестанут воспринимать. А если мужчина вам не может сказать, чего он не хочет, чтобы вы, там, я не знаю, ходили на работу ярко накрашенные, или он не хочет, чтобы вы сегодня шли с друзьями, а хочет, чтобы вы посидели с ним вместе дома. То есть, если мужчина не называет вам чего-то конкретного, это значит, мужчина капризничает. Что вы можете сделать? Вы можете его поцеловать в щечку, обнять, сказать ему: дорогой, давай сделаем так, я сейчас займусь своими делами, ты подумай, что ты хочешь, ты мне потом скажешь, мы это все обсудим. Поругаться здесь просто невозможно. Просто невозможно. Мало того, мужик оказывается в положении, сам кашу заварил, сам ее и расхлебывай. Вы в этой ситуации пострадавшей стороной точно не являетесь. Потому что ваши планы на жизнь, ваши намерения, ваше настроение, они не пострадали. Мужчине вас упрекнуть не в чем. Ваши отношения тоже не пострадали. Опять же, если это его излюбленная привычка потошнить, погундеть, кого-нибудь обесценить для того, чтобы ему не чувствовать себя так дерьмово, она не находит позитивного подкрепления, она не дает ему той энергии. Мало того, когда вы возвращаете его к чему ты хочешь, надо заглядывать в себя. А это значит, у мужчины должен появиться какой-то другой способ взаимодействия с вами. И мужчина будет поневоле замечать, что если он завис сильно, протяните ему спасательный круг. Хочешь, пошли со мной. Хочешь, давай делать что-то вместе. Предложите ему то сделать, что является для вас приятным, радостным, интересным, в чем вы чувствуете себя кайфово. И тогда мужчина может из своего дерьмового состояния присоединиться к вашему хорошему настроению, к вашему заряду позитива, к тому, что наполняет вас. Вы для мужчины сразу становитесь источником эмоционального всплеска, позитивного. И тогда ваша реакция на его критику, вместо того, чтобы разбомбить ваши отношения к чертовой матери, дает им возможность выйти на более высокий уровень. Мало того, даже мужчину-зануду, мужчину-обесценивателя, мужчину-критика, мужчину, который привык топтаться по вашим больным местам, оно превращает в такого классного мужика, который будет вам говорить: слушай, а вот там ты вчера предлагала делать вот это, а давай еще вот это сделаем. Он становится инициативным, активным, у вас находится намного больше близости, намного больше позитивных моментов во взаимодействии друг с другом, которые создают вам позитивные воспоминания о том, что между вами есть, и связывают вас как ниточки друг с другом, создавая единое энергетическое позитивное поле в ваших отношениях. Поэтому, если вы будете реагировать таким способом на мужскую критику, никогда в жизни подвергать свои отношения угрозе вы не будете, потому что вы каждый раз из попытки что-то обесценить будете выводить их на более новый позитивный уровень и использовать это себе во благо. Пользуйтесь этим приемчиком. Так поступают все мудрые женщины, а мужчины их за это особенно ценят. Понравилось видео? Жмите на лайк,
С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». И до встречи в следующих видео. Пока-пока.